Отлично, цена биткоина пошла наверх. Медведи здесь наказали. Да, в прошлом видео я снимал обзор о том, что у нас будет шорт. Было такое предположение, и Атлант у нас здесь тоже указывал шорт. То есть в этот момент, во-первых, у нас здесь мы ушли в боковик, и была нечеткая структура. Я говорил, что вот здесь есть такой объем, да, которым могут воспользоваться, и им воспользовались. Есть определенный объем, определенное накопление. И обратите внимание, куда пришла цена. Да, у нас было обозначение вот здесь. Я говорил об этом моменте тоже в видеообзоре, когда у нас было вот отсюда шло накопление, вот это все, что вы сейчас видите, когда мы отсюда заходили наверх и сделали коррекционное движение в 50%, помните. Потом вот эта высота, это вероятность движения цены наверх. И смотрите, как ее четко сделали, да, по этой высоте мы почти пришли к этому уровню, то есть осталось совсем немного. Я одну позицию здесь закрыл, то есть пришли к важному уровню, к определенной цели. Я одну позицию закрыл из старых открытых позиций. Со 150-м плечом получилось 634%. Далее, как раз это одна позиция с огромной прибылью перекрыла все вот здесь, которые я шорт-позиции пытался открывать, и у меня здесь их выбило, и здесь выбило. То есть та одна позиция мне закрыла все вот эти вот убытки, которые я здесь получал. Но у нас убытки там получались очень маленькие, потому что я здесь заходил в шорт, цена уходила вниз, она в плюс заходили, да, я стоп подтягивал, потом ее выбило, опять развернулись, вот здесь вот была вот эта вероятность, вот здесь была, то есть разворотный паттерн и поглощение, то есть была здесь вероятность ухода вниз, и действительно сделали закол, да, я здесь тоже переводил в безубыток, но цену ранее развернули, не совсем без убыток, да, просто стоп подтянул поближе и выбило с минусом в 20% и 10%, несколько позиций. Но одна поза, которая закрылась сейчас, да, по 150-м плечом, который открывал ранее в лонг, она перекрыла все эти минусы и плюс еще принесла хороший процент дополнительный. Остальные позиции, которые у меня стоят, они так и продолжают находиться в плюс. Лонг позиция стопы подтянул без убыток, даже в плюс 20-30% пока перевел их. И продолжаю их держать. Старый лонг по биткоину, где у нас с 20-м плечом, он так и остается. С самого низа, который забрал. И со 150-м плюс 1000%, плюс 1100 сейчас процентов, по-моему. Тоже позиция так до сих пор открыта, я ее не трогаю. По поводу захода в шорт. То есть в данный момент пришли к цели, к определенной, да, здесь опять открыл небольшую позицию в шорт и подтянул стоп. Посмотрю, что сейчас будет делать цена. И посмотрю, какое здесь будет накопление. У нас есть трендовое. Сейчас у нас уже будет открытие американской сессии, да, буквально вот здесь. Сейчас и Уолл-стрит придет на рынок. Посмотрим, что они сделают. Да, они, конечно, могут сейчас цену закинуть наверх. 28100 у нас есть здесь уровень разворотный. Помните мои старые предположения, да, я постоянно говорю 27 тысяч, 28 тысяч долларов. Это такой разворотный блок. Если цена торгуется ниже, у меня шорт-приоритет в принципе. Если цена заходит за 28 тысяч, у меня будет лонг-приоритет.
также продолжать буду лонговать. Про то, что мы можем выйти наверх, я тоже этот момент оговаривал в обзоре. Послушайте внимательно. А, Не задавайте потом вопросы, почему, что происходит. Есть определенные моменты, да, и по поводу Атланта. Победить маркетмейкера может только другой искусственный. Победить один искусственный интеллект может только другой искусственный интеллект. Атлант — это все в совокупности. Это и в закрытую группу то, что мы скидываем различную информацию, какие-то дополнения. Это новостной фон. Это то, что есть на графике. Какие предположения, куда может пойти цена. Цели. Так, и посмотрим сейчас, как цена придет сюда, что будет здесь делать. И интересно, дойдем ли мы сейчас до этой трендовой. Будем ли мы от нее отталкиваться. Полагаю, что сейчас есть такая вероятность, да, чтобы сюда пришла цена. В закрытой группе ребятам писал, что у нас уровень 27 200 и 27 400. Есть слабая вероятность, что мы можем сюда выйти. Да, и у нас здесь пошли наливать объем. Кстати, обратите внимание, сейчас объем большой. И индикатор именно Matrix Strategy вот находится в перекупленности. То есть его сейчас сильно-сильно он в перекупленности уходит. Ну-ка, что у нас на 4-часовом таймфрейме? Кстати, Атлант на 4 тоже развернулся. Следующий психологический уровень. Вот она у нас точка стоит здесь. Это предположение было, что я здесь на ФРС ждал, что сюда цена придет. Немного раньше закинули. Интересно тоже, почему. 27 681 еще цель такая есть. Вот можем еще сюда прийти. И 27 888 цель. И выход вниз. Но опять же, это у нас идет отработка паттерна дракон, да, пробили сюда. Не забывайте вот этот объем, который сейчас сюда зашел. Как здесь, интересно, как здесь закрепится цена. Не похоже, что сделают дракона. То есть к нему все идет, но сделают ли его, да, здесь вилку эту вырисовывают. На графике эти моменты были отмечены. Помните, я в видео говорил то, что у нас здесь перепроданность была большая, здесь в перекупленность не заходили. И вот только здесь цена зашла раз в перекупленность, и вот сейчас еще раз сюда подтягивают, закрыть вот эти моменты. Зашли в психологическую зону, вот наш магнит, тоже это все было отмечено заблаговременно, далеко заранее. Еще момент. Обманули толпу, разводят. То есть просто как человека обычного легко получилось, легко развели. Смотрите, по Луне, да, например, часто у нас были моменты такие, что когда новая Луна идет шорт, когда полнолуние идет лонг. Ну, либо боковик, либо лонг, либо когда новолуние идет боковик, либо шорт. И вот здесь у нас полнолуние, а цену закинули наверх. Вот тоже момент интересный. Это все, можно сказать, как манипуляция. Поэтому вот такие движения и вот такой график мне наш дракон, который здесь есть, не верится в то, что его будут отрабатывать до конца. То есть не верится в то, что подтянут к голове. Даже если подтянут к голове вот этого, как сказать, закрепление выше и заход еще выше, да, на величину самого тела,
примерно вот сюда у нас где-то на 31 500, 32 тысячи. То есть вот в эту область. Я не думаю, что будут делать. И сейчас это все напоминает как движение 48 тысяч. После вот такого накопления, после вот такого движения, и сейчас перед ФРС закинут наверх, кстати, еще закидывают наверх. Что у нас там недавно было? Я в группы сбрасывал северокорейский пинцет, северокорейский э, как их сказать, господи, эти хайкеры, да, что они там собрали большие, очень большие суммы в долларовом эквиваленте, были украдены и в криптоактивах. Как вы думаете, для чего в эту область загнали, кстати, пинцет действительно, для чего в эту область загнали толпу, загоняют? Сейчас здесь будет расторговка, здесь, может быть, поднимут немного выше, будет расторговка, здесь зажмут народ, и далее цену, как раз ФРС, и далее цену будут, посмотрим, вот здесь у нас ФРС, да, и далее цену уведут вниз. И я не удивлюсь, если это все произойдет, как раз вот после ФРС будет сильный резкий слив вот в эту область. Вот 26 666, 26 600. То, что у нас пошел рост, на самом деле это очень хорошо в данной ситуации. Разве это плохо? Кто брал здесь шорт-позиции, я всегда говорю, ребята, всегда пользуйтесь стоп-ордерами. Вы позицию, когда открываешь, у нас даже чат называется 80/20. Битатлан, да, и чат общалка 80/20. Вы старайтесь думать разумно. Я не могу постоянно... я даю свое предположение, да. У нас есть Атлант шорт, есть отображение на графике, да, куда у нас как может пойти цена, и мы можем пробиваться. Но опять же, и здесь было дополнение, вот эта область, то, что здесь могут сделать обман. И действительно у нас взяли паттерн, расширили так, что у нас вышло окно повышенной волатильности именно на ФРС. Паттерн я этот оставляю и посмотрим, что у нас будет вот с этой проторговкой и вернемся ли мы обратно или не вернемся. Психологически важная отметка вот эта. У нас отработала она себя идеально. То есть выход здесь, Атлант указывал шорт, мы пытались пробиваться вниз, был закол, да, вниз вот здесь. Но потом цену начали возвращать. Позиции, которые, когда я работал, да, позиции свои, часть были действительно в минус закрылись, но в небольшой там 20%, 10%. И часть позиций в ручном режиме закрывал там плюс 1%, 2% в ноль получается. Все. Далее Атлант развернулся, и цена, то есть в шорт заходить смысла не было. Дальше Атлант развернулся, и в шорт заходить смысла не было. И далее я ожидаю следующее, что мне делать, да? Цена ушла наверх, и что вам делать? То есть и сейчас выгодней. Ну вот здесь на самом деле можно попробовать взять шорт-позицию и стоп сразу подтянуть поближе и наблюдать за ценой, что она будет делать. У меня есть здесь уже открытая позиция. Посмотрю, что дальше будет. А далее я ожидаю опять, как всегда, что-то у нас будет какое-то накопление, неизвестно какое. Это может быть флаг и продолжение движения наверх. Это может быть, в общем, какой-нибудь клин может собрать, да, там медвежий, бычий и наверх потянуть цену. Даже может вот так вот собрать голова, плечи. Такое уже тоже не раз было. Ну, соответственно, он больше будет, да, более длинный. И именно на биткоине так отрабатывает. То есть у большинства
большинство трейдеров скажут, этот паттерн не работает, но именно на криптоактивах этот паттерн работает и там, где его показывают. То есть вышли наверх, его цена начинает чертить, да, на графике. И дальше здесь большинство набирается медведей, ну, потому что такой паттерн не отрабатывает в эту сторону, и он начинает уходить вниз за, за первое плечо. Но маркетмейкер именно с этих уровней начинает разворачивать и выводить его наверх, на эту высоту. Такое уже было, но не первый раз, и вы это наблюдали. И Атлант, кстати, вот здесь давал точку входа в лонг в этих моментах. Поэтому здесь сейчас нужно будет подождать, посмотреть, что нам соберет опять цена, какая будет позиция, что это будет треугольник с плоским верхом, с плоским низом, или флаг какой-нибудь нам покажут, и уже потом от этого отталкиваться. Ну и опять же, посмотрим, что будет на ФРС. Потому как обычно у нас ФРС делают очень плохую пакость для криптоактивов. По поводу дальнейшего хода цены, вот многие, кто будет в группе спрашивать, куда мы идем, вверх или вниз, я не знаю, у вас найдите себе каналы, где дают цели за, как сказать, то есть каналы, где конкретно говорят, все, мы едем наверх, или все, мы едем вниз, да, то есть там, где дают сигналы. И работайте по этим сигналам. Посмотрим на вашу прибыль. У нас не сигнальная группа. Это работа, это целая стратегия. То есть у нас есть позиции, то есть берем весь график, да, вот так. Давай возьмем весь график, например. Кстати, у нас, помните, да, пятерка, коррекционное движение А, Б и вероятный ход вниз С. На самом деле тоже нормально, что мы сейчас пошли наверх. Дойдет, сделает эту волну Б, не сделает, пока непонятно. То есть у нас сейчас только пошло вот этот пробой, как сделать здесь закрепление. В общем, у нас позиции есть, я к чему веду. То есть это целая стратегия, да, есть позиции в шорт открытые вот с этих уровней. Здесь, которые открывались позиции, часть была закрыта в плюс, потом, когда цена пробивалась наверх, да, выбивала эти позиции, потом опять перезаходил, есть шорт открытый шорт позиции есть здесь, которые сейчас еще в хорошем плюсе, но если цена выйдет наверх, их выбьет, ну и ничего страшного, потому что есть лонг открытых позиций здесь, здесь, с этих уровней, я уже не помню, я, по-моему, закрыл все, да, у нас 20 с 20 плечом, сейчас скажу. Да, с 20 плечом позиция открыта с 22 320, 22 320. Вот здесь, вот отсюда она была открыта. Как раз когда у нас Атлант разворачивался. И эта позиция висит уже с 10 марта. И так и будет она висеть. То есть даже если уйдет цена вниз, выбьет ее, ничего страшного, потому что с других позиций было заработано. И уже давным-давно себя откупила. Это стратегия, это не просто здесь купил по сигналу, да, по видеообзору. Да, есть, конечно, видеообзоры, где я даю предположение и по Атланту, куда он направляет, и цена действительно туда уходит. Просто здесь я сейчас не успел, я же не буду сидеть каждое видео записывать на каждое изменение Атланта. Вот он здесь дал вероятность выхода наверх, и действительно цена ушла наверх.
Следите за графиком, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь